Так, задача. Известно, что первая, вторая и третья космической скорости равны 7,9 км в секунду, 11,2 км в секунду, 16,7 км в секунду. Нужно выразить их в метрах в секунду и километрах в час. Итак, первая космическая скорость, обозначим ее V1, равна 7,9 км в секунду. Вторая космическая скорость равна 11,2 км в секунду. И третья космическая скорость равна 16,7 км в секунду. Нужно их выразить в метрах в секунду и километрах в час. Для справки, чем разница вот эта первая, вторая, третья космическая скорость? Первая космическая скорость, когда тело выходит на орбиту Земли, его траектория равна практически круговой окружности. Вот это первая космическая скорость. Тело движется практически по окружности вокруг Земли. При приобретении второй космической скорости траектория орбита вот этого тела вокруг Земли, она напоминает вытянутый эллипс. Вот такой. Если это Земля, то орбита движения тела при второй космической скорости, она имеет такой вытянутый орбит. Удаление далеко может находиться предмет, а потом приближается к Земле, и вот такие обороты. Это вторая космическая скорость. Третьей космической скорости считается, что объект может просто выйти из поля притяжения Земли и отправиться путешествовать в космическое пространство. То есть еще дальше. Итак, будем переводить эти космические скорости в соответствующие величины. Хочу сказать о том, что в данном примере просто покажем, что с этими всеми размерностями, величинами и так далее мы будем работать одинаково. Реально физики работают со всеми величинами, не только числами, но и теми обозначениями, которые сопровождают эти числа. Они тоже являются участниками всех этих действий. Если мы хотим преобразовать какую-то величину в другую, так мы должны подставить ее значение через ту величину, которую мы ее хотим подставить. Ну, например, если мы хотим вместо секунды подставить значение часы, а чему будет равна секунда в часе? В часе 3600 секунд, значит, мы должны час разделить на 3600. 1 секунда равна 1/3600 части часа. Вместо секунды сюда, в это дробное выражение, мы подставим час делить на 3600. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. 7,9 множится. Километры остаются, они не меняются. Первое, будем считать километры в час, а здесь поставим час, деленный на 3600. Что здесь получается? Вот эти 3600 должны уйти в числитель, потому что они находятся внизу в знаменателе. И то мы получаем 7,9 километры. Оставляем. Они являются полными участниками всех этих событий. Множится на 3600 и делить на час. Все то, что надо. Итого 7,9 на 3600 давайте перемножим. Это мы перемножили отдельно, когда готовили эту задачу. Итого у нас получается 28 440 километров в час. Вот и все. Теперь нам надо эту же самую скорость перевести в метры в секунду. Ну, тут еще проще. Смотрите, 7,9 километров в секунду. Секунды у нас уже есть. Нам теперь нужно вот это выражение сделать так, чтобы тут были метры. Ну, как метр? Поскольку километр – это 1000 метров, значит, для того, чтобы не поменялось это вдруг ничего, мы туда просто подставляем его значение. 1000 метров. 7,9 на 1000 метров и делим на секунду. Что мы получили? 7,9 на 1000 метров секунды. Вот у нас размерность осталась метры, деленные на секунды, а 7,9 умножить на 1000, сколько будет? 7900 метров в секунду. Вторая космическая скорость V2 равно 11,2 километра в секунду. По такому же сценарию, как мы проводили вот здесь, то же самое подставим вместо значения секунды, подставим ее значение в часах. Итого 11,2 километра делить на час, что делится на 3600. Будет равно 11,2 километра, остается наверху. Внизу будет час. Знаменатель этот переходит в числитель, получаем 3600. Перемножим и получим 40 320 километров в час. Теперь переведем это же самое значение километры секунды, переведем в метры в секунду. Тут еще проще, как мы заметили по этому выражению. 11,2 километров в секунду будет равно 11,2 вверху 1000 метров делить на секунду. Итого 11,2 на 1000 метров делить на секунды будет 11200 метров в секунду. И последняя, третья космическая скорость равна 16,7 километров в час. Это будет 16,7 километров, что делится на час на 3600 вместо секунд. Итого 16,7 километров умножить на 3600 и делить на час. Итого мы получаем, отдельно перемножили, 60 120 километров в час.
переведем в метры в секунду. 16,7 километров в час равно 16,7 на 1000 метров делить на секунду. Будет равно 16,7 на 1000 метров делить на секунды. Это вот получается 16 700 метров за секунду. Почему я так легко упражняюсь вот с этими километрами, секундами? Почему сразу перевожу? Вот смотрите, можно же так написать. 10 километров. Я могу так записать, как 10, что множится на 1 километр. Это будет то же самое 10 километров. Но с другой стороны, я отделил вроде бы вот эту размерность, которая тут была прилеплена к этой 10 километрам, на 2 множить. Вот один множитель и второй множитель. То же самое здесь, допустим, если у меня скорость V1 равна 7,9 километров за секунду. Я могу написать таким образом 7,9, что множится на 1 километр, деленные на секунду. Вот, смотрите, ничего же не поменялось. То есть 7,9 множится на 1 километр за секунду. Мы получили 7,9 километров в секунду. А теперь вот эту часть. Я же могу так написать 7,9, что множится на 1 километр, что делится на 1 секунду. Все, смотрите, столько дробей, и с ними можно спокойно работать. Понимая о том, что это может быть разделенное, поэтому вот таким образом и дальше можем уже преобразовывать и эту величину, и эту величину. То есть вот таким подходом я просто хочу сказать о том, что все величины, которые работают в физических задачах, равняются равноправными участниками событий, и на них надо очень внимательно смотреть, потому что, чтобы получить нормальный результат, если вы, например, хотите получить результат, ну, например, задача какая-нибудь, вы хотите получать километры в час, например, а получаете только километры, значит, вы где-то сделали ошибку. То есть где-то чего-то не досмотрели. Или, например, вы хотите получить, допустим, какой-то задачи результат длина. Длина определяется в метрах либо километрах. А вы получили это выражение, используя все эти значения, получили почему-то в секундах. Ну, такого же быть не может. Поэтому надо смотреть, где вы можете произвести какие-то неверные действия вот с этими именно размерными величинами. Эта задача как пример, каким образом можно преобразовать, особенно не напрягаясь и четко понимая о том, что мы нигде ничего не теряем. Если нас, то пишем часы, деленные на 3600. Если это километры, значит это 1000 метров. В конечном итоге получаем нормальный результат.